И я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог на канале Астро Испирационе. Таро расклад. Что случится? Что скоро произойдет? События и неожиданности в ближайшее время. И обычно наши расклады, они идут по декадам. А сегодня мы с вами выполним тот прогноз и рассмотрим те вопросы, которые не вписываются в рамки времени. Те, которые произойдут в апреле и окажут влияние до конца апреля, а то и будут для вас актуальны в марте. Сделаем с вами прогноз без границ, без временных рамок. Вот давайте узнаем. И мы достанем 6 карт, зададим важные вопросы, что может повлиять или изменить вашу жизнь. И первая карта – что будет внезапно, что будет неожиданно, что вас удивит. Вторая карта. С кем или с чем это будет связано? Возможно, это у кого-то документы, у кого-то вопросы работы, обстоятельства, которые присутствуют в вашей жизни, но которые вас окружают. Или пусть это будут еще какие-то новости, мы узнаем с вами, что вам сейчас важно услышать, с чего, может быть, все начинается и к чему все идет, к чему приготовиться. Следующая карта – как изменится ваша жизнь. И как главное событие в апреле месяце, что будет дальше именно развиваться в апреле. И последняя карта, как карта-совет, которую откроем в самом конце. Итак, давайте рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Так что будет внезапно, что вас удивит? Карта императрица. Карта для вас, мои дорогие мужчины, это может быть карта важная женщина в вашей жизни. Для вас, мои дорогие девочки, это вы сами. Может быть, для кого-то из вас тоже, это как мама, может быть. Конечно, для всех, каждого из вас, это может быть какое-то лицо, которое вам оказывает то или иное содействие, или которое вам помогает. Но это могут быть вопросы личной жизни, вопросы дома. Для кого-то из вас, именно связанные с материнством, с детством, кому это актуально по возрасту, к примеру, узнать мы можем, что я жду ребенка, может быть, и даже так. Ну, а для тех, кто имеет деток, может быть, маленькие детки, то тогда где-то вот забота, дом, дети. Но могут быть и взрослые дети. Ведь эта карта еще и, знаете, когда мы наше вдохновение, по сути дела, воплощаем в реальной жизни. Или какой-то наш проект. Но императрица, она как раз отличается тем, что она умеет со всеми договариваться. Так вот, двойка пентаклей будет говорить о том, что, может быть, для кого-то из вас сейчас решается либо финансовая ситуация, либо когда вам приходится, точно финансовая, или выходить из какой-то сложной ситуации. Вот я этого не исключаю. Семерка мечей. Ведь это карта хитрости, обмана, и мы называем ее карта вора, хотя ни в одной колоде это не прописано. Но все-таки вот этот жонглер, то есть какая-то ситуация, которая предполагает, что нам придется словно жонглировать или быть между двух огней. Но на кону ваше благополучие. А что это для вас означает? Что это внезапно? Тут что-то завершается. Какие-то важные выводы вы будете делать. Возможно, сама по себе все-таки два старших аркана. Тут словно судьба вас пытается обезопасить. Или как пытается вам передать какую-то важную весть, или заставляет вас где-то задуматься о важной теме, все-таки это важно будет действительно. Вы не можете это оставить на потом. Какая-то история, может быть, прежде вы, к примеру, словно, вынуждены были сидеть между двух стульев, и на одном посидели, на втором, как будто перепрыгивать, да. Иногда такое я говорю по двойке пентаклей. Это как и вашим, и нашим. Но эта история все равно завершается. Ведь это карта избавления от страданий, избавления от переживаний, от какого-то прежнего груза, который на сегодняшний день уже не актуален. Вы можете внезапно узнать, что вас кто-то обманывал. Вот это я тоже не исключаю. Пусть не для всех, но для кого-то это будет важно. Или когда вы, знаете, как увидите, что в каком-то действии или в каких-то обстоятельствах была чужая игра. И для вас это прекрасное будет время тем, что вы уже как что-то рассекретили, для вас что-то прояснилось, и вы теперь точно знаете, если пусть еще пока не знаете, как я буду действовать, но точно будете знать, как вы действовать не хотите, какого повторения в своей жизни вы не захотите. Точно карта выбора. На кону императрица,
Потому что вот то, что вы долгое время продолжали, вас может, ну, как в тупик ставит. Или ставит обстоятельства тоже в какие-то условности, когда вам нужно принять однозначное какое-то решение. Может быть, это касается дома, семьи, а для кого-то это будет касаться воплощения ваших планов, вашего труда, вашей занятости или вашего вдохновения. Может быть, это как хобби, решиться монетизировать, к примеру, хобби. Или тот проект, который вы откладывали долгое время на потом, и вот это все потом, и все никак это не случилось. Вот та дата или то время, когда потом переходит в реальность. Вот вы на что-то решитесь. И вам в этом будут именно помогать, потому что добрая карта, когда нам именно что-то помогает, избавляя от разочарований. С кем или с чем это будет связано? Вот с чем это будет связано? Вы действительно не будете что-то продолжать. Конкретно восьмерка кубков, карта ухода. Либо это уход физический, но чаще всего мы ищем выход, и мы его находим. А тут мы говорили с вами, выбор. Вот какой-то выбор у вас будет, мои дорогие. Может быть и конец марта, но вполне вероятно это и еще апрель. Выбор может быть по части, ну, место проживания, все-таки я так вижу. Тут какая-то история продолжается, но уже в другом ключе. Вот как прежде вы уже не хотите, вас уже не устраивает. Может быть, не устраивает, место жительства не устраивает. Или не устраивает у кого-то работа. Вы тут будете готовы что-то менять. С кем или с чем связаны неожиданности, внезапности. Здесь могут быть даже, знаете, изменения в жизни людей, которые для вас близкие люди. У них меняется, и это каким-то образом оказывает влияние на вас тоже. Но ваша ресурсность, помощь высших сил, посмотрите, мы называем шестерку пентаклей карта финансового успеха, а по факту это еще и помощь высших сил. Вот, видимо, в апреле месяце для вас складывается какая-то очень удачная конфигурация. Может быть, она будет связана с каким-то вот все эти карты, да, сложное решение, сложно и выбор. Есть и то, чему вы не верите, чего вы не хотите, это факт. Иногда, кстати, по семерке мечей забрать свое. Но ведь вот даже в карте, да, 7 мечей, посмотрите, 7. Но 5 почему-то забрал человек, а 2 оставил, а возле 2 леса. Они расходятся. Здесь вы можете, я не исключаю, ну как создать какой-то нейтралитет, пойти на мировую. Но именно потому, чтобы себе не навредить. Но какая-то эта история, она все равно уже близится к завершению. И основная, наверное, задача – это именно избавиться от каких-то разочарований. Может быть, у вас такая оказия создастся, что раньше вы не могли что-то осуществить. А вот теперь в апреле будьте внимательны. Для вас апрель, и я уже не о картах, я о планетарные транзиты, для вас время очень ресурсное. Не потерять эту возможность, когда ваше желание с возможностью встречается, и еще одновременно с помощью высших сил. Значит, если вы что-то завершите, или вы что-то для себя скажете, нет, вот так не будет, я вот это буду переигрывать, переделывать, вот так я не останусь, или в том месте не останусь, при этой работе, при этой должности, пусть вы какие-то первые шаги сделаете, но это для вас будет очень мощный прорыв. Кто-то конкретно, финансы, да, мы говорим, может быть, именно через финансы вы решаете менять работу. Или пусть это дополнительный заработок. Здесь я не исключаю для кого-то из вас поддержка человека, может быть финансовая, вот такое тоже, и она вас заставит, может быть, задуматься, переиначить некоторые свои позиции. Но эта карта работает в одном направлении. Колода Чиро Маркетти, он прорисовал руки, которые тянутся за деньгами. И она говорит, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Когда эта карта выпадает, для нас энергии денег работают как в одном направлении. Это в наш адрес может прийти помощь. Или это в наш адрес кто-то может проявиться. Пусть это не исключает ваших активных действий, нет. Но вот именно складывается такая конфигурация. И вам это нужно принять. Но не растранжирить, мои дорогие. Потому что могут быть такие просители, дай, вот именно дай. Может быть, и финансов это касается. Но вот сейчас время как будто принимать дары, собирать все самое лучшее или себе уделить внимание своим собственным планам и, может быть, даже подумать об инвестициях в самого себя
или каком-то дополнительном обучении. Возможно, пустить вот как бы эти финансы, если есть, да, свободные. А если нет, тогда дважды подумать, каким образом можно изменить финансовую стратегию, тактику. Потому что тут для вас какой-то очень добрый период, мои дорогие. Не упустите. Но вместе с этими добрыми энергиями идут выбор. И не совсем простая ситуация, может быть, эмоционально, когда выбор сделать сложно. К чему приготовиться? К чему все идет? Император, императрица. Жизнь в паре. Жизнь как совместное проживание. У кого-то дружба может перейти во что-то более весомое. Вы начнете думать, действительно проживать вместе. Или будете уже искать такое жилье. Для кого-то из вас вопросы, которые касаются работы, все то, что я сказала, Аркан Император подтверждает. Для кого-то из вас это построение карьеры, когда раскрыть собственные таланты. Это организация жизни совершенно по-новому. К чему приготовиться? Кому-то, может быть, предстоит именно документ, ну пусть это у кого-то в частной жизни, в личной, а у кого-то по работе, заключить договор, брачный договор или трудовой договор, возможно, подписать важные документы, инстанции, высокопоставленные лица, с которыми вам придется контактировать. Но для вас это, знаете, все равно как о себе заявить, все равно как себя поднять на ступень иерархии чуть выше. Важный период в вашей жизни, мои дорогие козероги. Как изменится ваша жизнь? Ну вот, наверное, не упустить какой-то случай с учетом аркана умеренности. И причем мы не говорим по этой карте, что мы куда-то торопимся, но нужно быть предельно внимательным, потому что тут какая-то будет оказия. Или его величество случай. Не случайная случайность. С чем это связано? Нам снова говорят, что это могла быть какая-то история, как история отношений, которая развивалась длительное время. Или когда это может быть рабочий проект, к которому вы шли очень долго. Аркан справедливость. Тут как справедливость, ведь это всегда карта кармы, причина и следствие. Это когда вы о чем-то мечтали, а вот именно теперь у вас есть возможность это осуществить. Конечно, по этой карте иногда идут и, к примеру, когда нам ошибки, да, вот может вернуть пространство, наши ошибки. У кого-то банально переписать бумагу важную или переделать какой-то документ. У кого-то встретиться и совершить вот этот важный разговор, беседу, диалог. Но это будет тоже для вас совершенно необходимо. Вот выровнять какую-то ситуацию, но тоже, посмотрите, договариваться придется. Как и императрица, это, знаете, дипломатия, высший пилотаж. Так и здесь договариваться, баланс вам как будто бы придется. Кто-то будет, к примеру, может быть, даже по смене работы, когда вам придется договариваться с руководителем. А кто-то будет договариваться именно с какими-то персонами, когда вот вы видите для вас определенную какую-то траекторию со знаком плюс. Но если бы вы действовали как прежде, или вы, допустим, оставили все на потом и сказали: "Нет, я просто буду ждать". Здесь подвернется какой-то удобный момент. Вот почему аркан умеренности. Это не о том, что ничего не меняется. Это карта о том, что будет вот эта оказия или этот случай, когда вам его нужно не упустить. Аркан судьбы. Поэтому здесь, как, знаете, успеть ухватить вот эту мечту, как изменится ваша жизнь. Да шанс, мои дорогие, не упустить. Причем тот, который будет означать какую-то очень далекую траекторию. Новое финансовое положение, причем более уверенное. Для кого-то, правда, иногда по этой карте мы что-то изучаем. Но самое главное, вот этот шанс мы переводим в действие. Это все то, что я, наверное, говорю весь наш сегодняшний расклад. И правда, тут для кого-то идут и денежное благополучие, возможности сами по себе. Но вполне вероятно, все начинается с новости, внезапной новости, которую вы можете вот так вот воспринимать эмоционально по-разному. Вот все то, что я по этим 3 картам говорила. А для вас это какой-то важный итог и начало совершенно нового периода. Ведь аркан страшного суда говорит: не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед.
Что будет дальше в апреле? Отдаленные события. Королева жезлов. Ну, вам тут придется принимать важные решения. В апреле основная задача правильно работать с информацией и правильно распоряжаться деньгами. Иногда эта карта будет говорить о личном вашем занятии. Тем не менее, у нас две королевы. Вы можете быть, мои дорогие козероги, в центре внимания. А вас, знаете, как разговоры какие-то могут ходить. Правда, когда в моих раскладах, тем более, вы как будто императрица, да? Но вот сплетни могут быть. Поэтому вам себя сохранять. И, кстати, по аркану королевы жезлов мы много не рассказываем о себе. Но вы в большинстве своем люди немногословные, это правда. Вы люди конкретные, вы люди сильные. Но это ведь не исключает, что вы можете оказаться в центре внимания. Вам могут задавать какие-то вопросы. Вот ваша карта. Может быть, это вас, я не исключаю, жизнь сведет в апреле с человеком, который конкретно родился под знаком зодиака стихия огня. Овен, лев, стрелец. Или будут продолжения каких-то отношений, когда, пусть рабочих, или пусть это будет даже в личной жизни, вам тут придется какую-то, знаете, ну, конечно, равновесие тоже держать, но свою преамбулу или свои какие-то приоритеты, но с учетом того, что существует в реальности, раз, и мы тут все-таки не доказываем. Здесь может быть, кстати, я не исключаю, какое-то доброе партнерство, взаимовыручка, но немножко разные люди. Один думает, вот вы, это ваша, по сути дела, карта пентаклевая, стихия Земли, а ведь это та, которая из любого бардака и хаоса умеет отстроить порядок. Это та, которая умеет отстроить благополучие, обустроить даже с нуля теплый, уютный дом. Та, которая умеет зарабатывать деньги. Та, которая не боится работы. Это единственная карта в колоде, когда мечту можно сделать былью, реальностью. Это не просто абстрактная сказка, а то, что мы задумали, мы воплощаем в жизнь. Тем более аркан императрица. Что будет дальше в апреле? Ну, люди, которые как воздействовали на вас, так и будут. Может быть, поэтому где-то и вам на себя примерить по королеве жезлов. Мы храним молчание. Ведь это всегда позиция того человека, который прошел, но уже какой-то опыт он имеет. Вот этот путь сложный, проб и ошибок. Он уже теперь заставляет делать выводы. Чем я точно не хочу заниматься, куда я точно не хочу идти, с чем я вообще не хочу или с кем контактировать, но не иметь ничего общего. Вот, видимо, но мы об этом не заявляем. Мы ни с кем не ссоримся, наоборот. По этой карте мы отступаем полшага назад и, кстати, продумываем дополнительные, как, ну, считайте, это запасной аэродром, или это как отступить полшага назад и в чем-то не участвовать, вам это будет помогать. Что еще? Вот, может быть, завершить какую-то историю, и в этом вам тоже помогают высшие силы. Почему? Потому что старший аркан, страшный суд, это когда прежде мы не могли что-то изменить. Нас это буквально очень расстроило, когда мы долгое время, словно вот как израненное сердце, мы переживали, мы думали, мы тут, наверное, много что передумали, но вот теперь ведь это всегда тройка, карта будущего. И вот на сегодняшний момент она показывает ту ситуацию, которую я называю здоровое равнодушие. Может быть, кстати, вот больше как раз жезлы, да? Вот, хотя я могу допустить, что это будет связано с конкретной персоной. Все же мы все разные. Перекладывайте на себя. Но здесь вы будете видеть, что абсолютная нецелесообразность вашего участия в каком-то деле. Или, может быть, в поддержании какого-то проекта. Может быть, в общении с конкретным человеком. Или когда вы сами будете менять собственные планы, потому что вот к этому есть предпосылки внешние. Что будет дальше в апреле? Праздник, мои дорогие. Видимо, много сил высвободится для личных планов, для личных возможностей. Будет дальше еще какая-то новость, когда, знаете, драйв, вот хочется сказать, жизнь набирает темп, когда для вас через даже новость вот этот праздник приходит или новые возможности. Давайте откроем карту совет. Не упусти. Не упусти, опять же, вот то, что тебе как идет само в руки. Пусть это начинается с какой-то
новости, информации или ваши подсказки внутренние, как ваше подсознание, ваша мудрая душа. Туз жезлов – это то, что делит нашу жизнь на период до и после. Но и судя по всем картам, оно так и где-то происходит. Потому что и аркан Страшный суд, справедливость, аркан императрицы, император. Тут такие очень важные решения, которые будут касаться либо личной жизни, либо вашей работы. И причем это одновременно ваш статус. Давайте еще одну карту совет, как поступить, как быть. Тут даже не знаю, карта Таро, десятка кубков, такая радостная, теплая. Да, действительно праздник. Но, видимо, само-то по себе не происходит, а потребуются именно ваши усилия и ваши решения. Но оно того стоит. Поэтому не упусти, Козерог, шанс. Может быть, и сложновато будет эмоционально, будьте просто к этому готовы. Когда самого себя так несколько трансформировать, корректировать придется. Но это совершенно другое качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и я оставлю ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.